Привет, меня зовут Павел Бигарь, я из города Ужгород. Я приехал с целью показать себя, одержать победу и участвовать дальше. Мое преимущество в бою – это мой характер и уверенность в себе. Моя подготовка к бою была короткой, но за это маленькое время я успел хорошо подготовиться. Мой настрой на бой – только побеждать. Меня зовут Сергей, и я с Одессы. Приехал я к вам с той целью, что мне посоветовал тренер с последнего боя, как он посмотрел, как я дерусь, и вот я уже у вас. Мое преимущество в бою – это выносливость. Готовился я к бою очень упорно. Диета, гонка веса, 2 раза в день, все как положено. Настрой у меня очень хороший. Следующей паре. И ее первый боец Бигарь Павел, он же Львиное сердце. Его рост 183, вес 74, и ему 21 год. Паша приехал из Ужгорода, занимается спортом с детства. На данный момент занимается боксом. Также занимается кроссфитом, воркаутом и карате. В драках имеет везение ломать носы. Надеемся, это поможет ему в нашей организации. Сегодняшний бой – это его дебют на голых кулаках, поэтому давайте поддержим бойца. И встречаем оппонента – Алпыспаев Сергей. Сергей – представитель города Одесса. Его рост 183, вес 73, и ему 21 год. Серега начинал свою карьеру с бокса, позже перешел в ММА. В любительских поединках по ММА имеет рекорд 1-1. Это также дебютант нашей организации. Уверен, что ребята смогут показать хороший зрелищный бой. Давайте поддержим бойцов. Один из самых жестких бойцов на нашем кастинге. Я думал, он грушу снесет просто, когда он ее бил там. Бойцы подошли ко мне. Так как вы дебютанты, напоминаю. Красивый, честный бой, височную часть не бьем, затылочную не бьем, позвоночную не бьем. Никакой борцовской техники. У нас кулачный бой. Слушаем мои команды. После команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Судьи. Первый раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, Алпыспаев Сергей. Тут же начинает. Отлично попадает. И первый нокдаун. Раз. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Нокаутом в первом раунде. Алпыспаев Сергей. Сколько? 5 секунд, да, даем? 5 секунд, мне кажется, это самый быстрый бой на Махаче, который только был. Победу нокаутом на 22-й секунде в первом раунде одержал Алпыспаев Сергей. Отличный дебют для Алпыспаева Сергея. Как отметил Андрей, у него сильный Один из самых быстрых нокаутов нашей организации. Не зря, наверное, я сказал, что один из самых жестких бойцов прошлого кастинга. Паша, какая причина? Что случилось? Висок попал. Нормально, у меня просто месяц назад было сотрясение. И все банально. Бился боковой, попал. Да не, я ничего не. Пожелаем нашему дебютанту скорейшего восстановления. И думаю, Паша еще себя покажет в нашей лиге. Маньяк, просто убийца. Поздравляю тебя с победой. Как тебе у нас? Очень понравилось. Спасибо. Спасибо организаторам. Хочу поблагодарить, будут смотреть это видео, надеюсь, в Ютубе, мои тренера, 2 тренеров, моих друзей. Вот, то, что парни меня поддерживали. Всем до свидания. Хороших боев. Очень скромный парень. Я думаю, у него большое будущее в нашей организации. Хотелось бы услышать мнение нашего жюри. Начнем с Фила. Я на самом деле даже не увидел, что произошло. Но очень быстрый бой, я с победой как бы. Красавчик. Ну вот, как раз, думаю, следующий бой уже у нас организован. Собака, и вот против этого Паши, да, львиное сердце, да. На самом деле, вот, парень отработала классно, то есть попал сразу. Это показывает, как все жестко в кулачных боях. Здесь один удар просто решает все. И в предыдущем сезоне тоже у нас были, что чувак выигрывал и пропустил один, и все поменялось. И здесь тоже одним ударом все было решено. Отработал красиво, молодец. Однозначно хороший бой и хороший старт для карьеры. Перед этим поединком проговорили, что полноценные бои по 3 раунда идут. Да, и вот все. Мастерство берет вверх. Все. С победой и удачи. Тяжело сказать что-то по этому бою, потому что все быстро закончилось. Но, Паша, не огорчайся. Я надеюсь, ты еще себя покажешь, сделаешь свои выводы. Ну а Сергею с победой. Я думаю, еще получится у Паши себя показать. Спасибо ребятам. Отличный бой. Бонус за лучший нокаут. О, отлично. Просто супер. Всім привіт! Мене звати Обертій Сергій. Я з Переяслава Хмельницького. Я приїхав на проєкт з метою побоксірувати, проявити себе. Як проходила моя підготовка до бою, як мінімум 2 тренування в день. Моя перевага у бою за счет того, що я займаюся постійно, думаю, так. Мій настрій на цей поєдинок – перемагати. Меня зовут Владимир. Я киевлянин. Я приехал с целью подраться. С прошлого раза я сделал выводы: меньше пил и больше тренил. Мой настрой на бой – выйти и зарубиться до талого. Обертий Сергей по прозвищу Роберт. Сергей приехал из города Переяслав-Хмельницкий. У него первый взрослый разряд по боксу. Призер соревнований Киевской области, а также призер международных соревнований. Сергей начинал с разных боевых искусств и имеет хороший опыт единоборства.
Я думаю, мы можем ждать от Сереги очень красивый и зрелищный поединок. Его рост 181 сантиметр, вес 74 килограмма, и ему 24 года. И поприветствуем его оппонента. Дума Владимир, он же Пижон. Пижон уже дрался в первом сезоне и одержал поражение от Симбабве Игоря по прозвищу Симба. Является одним из самых стойких и духовитых бойцов в нашей лиге. Знаю Вову давно, ни разу не видел, чтобы он сдавался. Его с ринга скорее вынесут, чем он там постучит. Знаю его как человека, также который пропагандировал сначала один образ жизни касательно алкоголя, кто смотрел первый сезон. Но сейчас Вова, по крайней мере, мне клялся, что он начал тренироваться и исправился. Вова является мастером спорта по греко-римской борьбе. Его рост 182, вес 75 килограмм и ему 26 лет. Пожелаем Пижону хорошего боя. В этот раз очки раньше снял. Ну, эпатажно вышел в этот раз. Да, Рубашечка, Базару 0. всё. Хорошо себя показал. Вообще, в принципе, он на пресс-конференции себя с лучшей стороны показал. Действительно, один из ярких персонажей был на пресс-конференции, первой пресс-конференции Махача. Также один из ярких бойцов первого сезона. Да, кто не смотрел, еще посмотрите. Да. Слушай, его очень боевое скало — это что-то нечто, когда он выдал в третьем раунде. Он на нас посмотрел. Или фраза «прости, мама». Я думаю, это будет зрелищный бой. Давайте поддерживать бойцов и пожелаем им удачи. Бойцы на середине. Напоминаю, височные доли мы не бьем, позвоночный столб не бьем, затылок не бьем. Внимательно слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Показать красивый, честный бой. О, напоминаю про борцовские захваты за позвоночник. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Готовы? Первый раунд. Бой! Итак, дорогие друзья, Пижон против Роберта. Пижон в черных тейпах, Роберт полетел даже вперед уже Пижон. Видим больше в стойке. Пока у нас Роберт хорошо себя держит, но видим, что немного есть волнение. Есть первый клинч у нас у ребят. На опыте работает Пижон, есть борцовская база, есть подхват, и отлично подхватил он и нанес удар из клинча, но пропустил от Роберта. Но в этот раз уже такой, серьезно подготовился. Видим, проваливает его немного Роберт, потому как не достает Пижон своими ударами, атаками. Качает. Я смотрю, сделал работу над ошибками. Ну смотри, Роберт для дебютанта очень хорошо себя показывает. База бокса, несомненно, работает здесь. И ты посмотри, как он работает с дистанции против Пижона. Хотя Пижон наступает, боец Рубака. Пошел, да. Боец Рубака. И да, видим, последняя атака была такая не прям сильная со стороны Роберта, но видим, что это Пижон. Отличная заруба! У нас отличная заруба в центре нашего круга. Немного пропустил Пижон. Все-таки тяжело. Да, тяжеловато Пижону. Есть небольшое преимущество. Мощнее он просто, видишь, у него четкая стойка. Четкая стойка, мощнее. Плюс есть преимущество небольшое в размахе рук. И это сказывается в самом поединке. Видим, как работает отлично передней рукой Роберт. Пижон немного не успевает, ему нужно просто влететь в зарубу и рубиться, больше работать я из думаю, клинча. он пристреливается, просто сейчас подготавливается к бойцу, потому что Симба был совсем другой. Да, Симба был совсем другой, но вот ты посмотри, вся работа, все отлично. Вот именно в таком стиле должен работать Пижон. За счет своей силы, за счет своей техники. О, уже есть. Итак, Роберт вновь прессингует. Больше работает джебом, уже два точных джеба. О, отлично провалил и левый боковой. Немножко отступился и получил, да? Да, пропустил Пижон. Видно по скорости
Пижон не успевает, хотя вот видишь, он ищет тот самый момент, чтобы зацепиться за Роберта. Отличное начало, давайте поддержим бойцов. Роберт хорошо показывает себя как дебютант, но Вова покажет свою легендарную стойкость. Кажется, у Вовы на лбу вылезла гематома. Второй раунд. Судья готов? Судья готов? Второй раунд, дорогие друзья. Пижон против Роберта. Роберт тут же начинает поддавливать, занял центр круга. Сразу же наступает, да. Да, кружит вокруг него Пижон, но Смотри, видим... на ногах, где работает на ногах. Уже цепной оказывается Роберт. Но Пижон продолжает показывать свою стойкость. Предупреждение бойцу за удар Несомненно, затылок. стойкий боец, но быстрее. Борцовский прием. Так бой продолжается, второй раунд. Пижон в черных тейпах идет вперед на Роберта, Наступает, наталкивает, да? очень опасно идет, очень открыто, просто принимая все удары на себя, закрываясь руками в глухой защите. Так нельзя идти. Ну, это его работа. Походу он... Стоп! По ходу дела у него четкий геймплан, просто зацепиться. Но Роберт, в свою очередь, делает просто красивые вещи. Но он видит, выдохся на классе. Все больше и больше пропускает Пижон. Но я хочу уже услышать боевой оскал Пижона. Ух, это было запоминающе. Есть еще один острый жест в исполнении Роберта. Видим, больше работает на дистанции. Отлично, отлично. И борьба пошла у нас. Бой продолжается, и видим явное преимущество на стороне Роберта. Пижону надо выдать просто нереально. Один нокаут, но видишь, Роберт все время, каждый раз, либо атака вперед, либо атака назад, всегда как бы кидает, выкидывает он удар. провалит. Видим, что уже очень тяжело Пижону. Пижон только расслабился, и тут плюха следующая. Ну, стойкость опять же есть показывает. сечка под правым глазом, и серьезная такая гематома. Отработал Роберт просто великолепно. Его левые боковые, когда он проваливал Пижона. Not bad. Yes! Yeah, baby. Заряжает себя Пижон. Напоминаю, продолжается настрой раунд. Роберт более собраннее, Пижон пытается зайти, но пропускает. Ты посмотри, просто идет вперед Пижон, но натыкается. Напор взял, да, натыкается на удары. Сейчас отличный размен, но в этом эпизоде вновь победителем выходит Роберт. Да, сложновато сейчас Пижону, но видим, что уже не такой он собранный в стойке, больше его бросает со стороны в сторону. И второй раунд также за Робертом.
готовы? Судьи готовы? Третий раунд. Итак, третий раунд, дорогие друзья. Пижон черных тейпов против Роберта желтых тейпов. Не сдается, продолжает. Да, вновь подавливает. Есть эффектный, очень острый джеб в исполнении Роберта. Хорошо работает. Ну, у Пижона, смотри, есть тоже попытки наступать. Отлично проваливает. Хорошо. Попадание от Пижона. Немного так заставил подсобраться он Роберта. Он как будто перезагрузился, знаешь. Да, вот такое ощущение. Смотри, отлично! Пижон, и давай, показывай свою всю стойкость. Хорош, спасается в клинче сейчас Роберт. Бой! Бой продолжается, дорогие друзья. Пижон против Роберта. Идет вперед Роберт. Подзывает его Пижон, да. Свой угол. Бой! Бой продолжается. И видим, поджимает Роберт, вновь идет в атаку, отстреливается. Но начал пропускать Роберт, да? Да, немного начинает пропускать, но все же количество ударов, которые были на стороне Роберта, они намного больше. Видим, как он обрабатывает корпус передней рукой, работает идеально, делает все правильно. И посмотри, как залетает он с двойкой в Пижона. Пижон идет тут же на Роберта в клинче. И вот именно в клинче есть преимущество у Пижона, так что бойтесь клинча. Ну, этот, видно, знает его, потому и отходит. Бой! Так. Видно, усталый Пижон, немного выдохся и Роберт. Роберт красава, потому что он сделал удар и отошел сразу же. Да, он экономит, но все свои атаки проводит очень грамотно и эффективно. Он не допускает Пижона в клинче, потому что тогда будет те же самые... Да, в клинче есть у него моменты, где он проигрывает, но здесь, на дистанции, конечно, он разбирает. Ты посмотри, как он работает и закидывает просто одиночный, как себе домой. Еще предупреждение бойцу за неспортивное поведение. Бой! Пожали руки. Роберт и Пижон. Пижону за стойкость, за волю, Роберту за технику и за такой отличный дебют в махаче и в голых кулаках, чем мы его и поздравляем. Подошли для объявления. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Абердий Сергей по прозвищу Роберт. Очень крутой поединок, отличный дебют. Хочу в оправдание Вовы сказать, он сегодня пришел утром на взвешивание, и было лишних 800 грамм, если я не ошибаюсь. И вот перед самым взвешиванием Вова нарезал у нас круги по всему залу, чтобы скинуть вес, и вовремя он как раз вот вошел ровно в 75. Тем не менее, Роберт показал отличную школу бокса. Поздравляем тебя с победой. Ой, Сергей, да. Вовчик, как ты себя чувствуешь? Охуенно. Как оценишь противника? Ну, порядок. Пацана оценивать. Пришел, победил, красавчик. Но я думаю, если бы он получал каких пиздюляторов ебулет от меня, то я думаю, он бы лег бы в первом. Но все впереди. Я заметил у Вовы тактика, как была с Симбой. Он на третьем раунде начинает включаться, он пока по шухлядке своей не получит, он работать не начинает. Но на самом деле духовитый боец и заслуживает уважения. Давайте поаплодируем, пожалуйста, Вове. Серега, поздравляю тебя с дебютом еще раз. Показал зрелищный бой. Как тебе вообще твой дебют? И какая разница между боксом и голыми кулаками?
Спасибо всім. Разниця є, що голими кулаками больніше собі навіть в руку, як попадаєш в лоба. Ну а так все понравилось. Спасибо всім. Хочу передать слово нашему жюри. Ребята поддерживают, молодцы. Начнем с Филиппа. Могу только позавидовать стойкости Вовы. Ты молодец, но все-таки работать над ударкой тебе еще нужно очень долго. Ну и хотел бы поздравить победителя, все-таки красавчик. Всем добрый день. Хороший бой. Как бы, прежде всего, это стойкость ребят. То есть, как бы, да, ничего не могу сказать. То есть, решительно, собрано, то есть, знают, куда идут. Все, молодцы. С победой. Ну да, я тоже присоединяюсь. Хороший бой, действительно стойко. И ты правильно сказал, Пижон в третьем вернулся и в первый, и второй раз. Но это здесь и потому, что ребята просто устают его бить уже. Поэтому давай, у тебя дух есть уже. Ты чуть-чуть потяни бокс, и все, и будет все четко, будешь выигрывать. А духа тебе не занимать точно. Но оба пацаны красавчики, показали хороший бой. Всем добрый день. Сережу поздравляем с победой. Очень грамотный бой провел. Именно то, что надо. А Пижону хотелось бы пожелать поменьше пропускать и поменьше вялых ударов. То, что, ну, Сережа видел эти удары все. Да. Ну а так молодцы, пацаны. Показали реально качественный бокс и духовитый. Привет, зрители и фаны Махача. Меня зовут Тиханович Олег. Я приехал из города Рубежного. Я приехал с целью показать себя, показать красивый и зрелищный поединок. Мое преимущество в бою – это длина рук и характер. Я готовился к бою 2 недели по 2 тренировки в день. Настрой на бой, только победа. Здравствуйте, зовут Герман. С Черновцов сам приехал. Цель – порубиться, доказать, что что-то могу, не зря занимался. Преимущество покажем в бою, увидим, если оно нету. Готовился каждый день, старался. Настрой – рубануться, показать бой. Все, спасибо. Встречайте первого бойца. Тиханович Олег по прозвищу Донбасс. Приехал к нам из города Рубежное. Год занимался кикбоксингом. Участник чемпионата Украины по боксу. Имеет звание кандидат в мастера спорта. Дважды победитель области. Имея небольшой опыт, отправил в нокаут призера мира по кикбоксингу. Олег ожидает кровавого и зрелищного боя. И, конечно же, своей победы. Фил, кстати, он тебе там вызов на кастинге бросал, помнишь? Еще один человек, который бросал вызов Марвину. Поприветствуем бойца и пожелаем ему удачи. Его оппонент Файзулин Герман по прозвищу Гера. Его рост 174, вес 68 и ему 27 лет. Получил звание КМС по боксу еще в 16 лет. Но у Геры был длительный перерыв, и его подготовка к нашему турниру занимала последний месяц.
Он давно мечтал попробовать себя в кулачных боях и показать, на что способен. Бойцы, подошли. Вижу, как заряжен. Напоминаю, височные части не бьем, затылочный, позвоночный столб не бьем. Два сильных дебютанта. Давайте поддержим ребят. Уважаем друг друга. Показать красивый, честный бой. Пожали руки, разошлись. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Итак, дорогие друзья, вы все слышали. У нас 2 КМСа по боксу. И вот вперед уже пошел Донбасс. Встречает отлично. Ожидаем техничный бой. Да, очень техничный бой, но ты посмотри, как в клинче просто запер Донбасс своего оппонента, Геру. И просто великолепная работа в исполнении Геры. Просто не отпускает, идет и поддавливает. И да, напомню. Активно ребята начали, хорошая работа в клинче, молодцы. Давайте поддержим. О, отличное попадание в исполнение Донбасса. И также, в принципе, и Гера попала. Отличная заруба сейчас у нас. Донбасс желтых. Черных у нас в тейпах Гера. 2 КМСа по боксу. Есть преимущество в антропометрии на стороне Донбасса. Отлично по корпусу отработал сейчас. Видно, смотрел пресс-конференцию. Да. Не, видно сразу, видно, что ребята боксеры, КМСы, не профессионалы, как были у нас первого, отличная заруба. Нет, профессионалы, какие были у нас в первом сезоне, но тоже хороший уровень показывают и с борьбой, и с клинчем. Так что весьма-весьма интересный поединок. Видим, как будучи дебютантами, немного взвинтили темп в начале поединка. Знаешь, так сказать, пристрелялись, почувствовали эту мощь, почувствовали удары голых кулаков, нанесли свои удары. Отлично сейчас сработал Гера. Такая психологическая атака. Зазывает. И отлично работает. Отлично попадание. Раздергал, сработал корпусом и нанес удар четкий в исполнении Геры. Просто супер. Капа покинула чат. Время. Бой! Готовы. Отличный боковой исполнение. Пытается встречать его сейчас Донбасс, но Гера... Да, Гера хорошо работает с дистанции. Видим. Джеб. Сейчас на данный момент преимущество, по моему мнению, у Геры в черных тейпах. Видишь, как подавливает. Отлично пытается... О, поплыл! Есть отличное попадание под конец раунда. Поплыл. Гера пропустил последний удар, но это его только зарядило. Он буквально пропустил удар и тут же упал, можно сказать, на Донбасса. Великолепный первый раунд для дебютантов. Бойцы, 10 секунд готовность. Подошли. Напоминаю, кто-то там никаких, но только... Судьи готовы? 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 Второй раунд. Бой! Видно, центр занял у нас уже. Ну, с каждым раундом все лучше и лучше. Особенно бои у нас начинаются. Дергает сейчас, пытается раздергать. Но он уже выкупил тактику. Сейчас уже будет начинать раздергивать. Да, Гера пока в центре. Сейчас пристреливание, сейчас будет четкие попадания, вот чувствую. Да, я думаю, он готовит уже правый. По спине прошло, но ничего. Опять. Да, поджимает сейчас. Из клинча набрасывает, отлично, просто отлично, просто с хоккея, со школьного клинча даже, он так называется, правильно, школьный клинч. Да, со школьного клинча накидывает.
Так что боксеры также умеют работать. В клинче, я думаю, когда готовились ребята к кулачным поединкам, они обязательно. Ну, держит на дистанции, видишь, контролирует руку всегда. Да. Но видно, как Гера готовит не дает подобраться. Готовит свою правую, просто зарядиться. О, да, есть это попадание правый прямой, просто залетел четко, но ниже челюсти, где-то в область шеи. Чувствует преимущество и начинает работать. Да, видно уже так. Но Донбасс, в свою очередь, может удивить. Будь внимательный. Спокойно, не. Широкий, спокойно. Не стой, работай. О, есть отлично. Достал по корпусу Донбасс, но этого мало. Надо несколько сбавить темп. Но я смотрю, он работает на прессом, поэтому... Да, пока у нас такая стратегическая партия во втором раунде. Затишье перед Борей. Да. Я думаю, вот прямо... вот сейчас отлично выверенный момент. Выждал момента для контратаки. Качает больше парни. Хорош, это был тяжелое попадание по ребрам. Залетел. Аж такие звуки. Вы представьте просто этот голый кулак, который залетает вам в ребра, в плавающие ребра. Это легко можно сломать, даже челюсть. Отлично пошел, забирает концовку у нас сейчас Гера. Поджимает он к мешкам оппонента. И да, вот насыщенный такой второй раунд. Мне он понравился. Завершающий раунд. Давайте поддержим наших дебютантов. Готовы? Третий раунд. Время. Бой! Наверное, одна из самых популярных весовых. Видно, как просто проваливает Гера на опыте немного. Да. Ну, он уже знает тактику, пристрелялся. Да, он уже так работает четко по дистанции. Идеально ловит тайминг, просто в сантиметрах уклоняется. Но я тебе хочу также сказать, отличный был сейчас спорт, немного оступился Гера. Да. Немного оступился Гера, но это был хороший взрыв в исполнении Донбасса, но видно сейчас будет забирать. Эпизод этот Гера подавливает, больше работает джебом. И есть правый, закидывает, просто прямый. Правый, клинчик. Прошу прощения, и да, немного зацепили уже светильник. Работает сейчас, активнее больше работает Гера. Из угла слышно рекомендации. Работаем, бой! Давай пошел, ТТТ. И правый сбоку. Третий раунд, видим, как все равно больше активности на стороне Геры. Двигайся. Так, Донбасс перестал двигаться, действительно правильно подсказывает. Он что-то вот именно подошел к мешкам и сидит. Ему нужен именно спут, взрыв, нереальный взрыв из нескольких атак. Чтоб бэкфестов нету, давайте. Да, многосерийная комбинация ему нужна, просто чтобы отогнать. Сейчас пропустил, конечно, такой не совсем приятный. Ну, это классические боксеры, поэтому они, видно, чужды им эти моменты, поэтому... Если бы там была хоть какая-нибудь база ММАшника, знаешь, такого безбашенного, который полетел вперед с боковыми, знаешь, который просто пронес своего оппонента через весь круг. Отличный джеб в исполнении Геры. Хлестко работает, быстро. И даже с учетом того, что Гера, по сути, он сигнализирует движениями. Да, отлично сейчас работает. Время! Конец боя. Вот это технари. Молодцы, пацаны. 2 КМС.
В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Файзулин Герман по прозвищу Гера. Настоящие два воина. Молодцы, ребята показали очень зрелищный бой и характер. Олег, чего тебе не хватило, как ты считаешь? Спасибо всем, кто болел, кто кричал команде моей. Спасибо тренеру, привет. Донбасс с Украиной. Спасибо за бой. Спасибо, очень хороший бой. Я еще вернусь, если дадите возможность, с победами. Спасибо. Я считаю, у этих бойцов есть большое будущее в нашей лиге. Гера, поздравляю тебя с победой. Очень яркая физика у этого парня. Не знаю, было вам видно или нет. Он когда боксировал, у него даже жилы и вены видны были на плечах. Когда он приходил на кастинг, это был один из самых позитивных бойцов в тот день. Он еще забыл перчатки, потом вернулся и говорит: а можно я, наверное, в день поединка своего заберу? То есть эта уверенность дает о себе знать. Молодец. Скажи, пожалуйста, кому ты там подмигивал? Жюри. Саня был такой здоровый, я удивился, по телеку маленький, короче. Такой здоровый, я в шоке был. Хочу поблагодарить, во-первых, своего тренера, его брата тренера Анжука Олег Михайлович, моего брата родного, мою поддержку, родного брата тренера Виталика, тоже он мне готовил. Родителям хочу привет передать. И все, любимая, жди. Еду с победой. Все, удачи, всем спасибо. Красавчик. Молодцы, ребята. Мнение нашего жюри хотелось бы услышать. Начнем с Саши Захожева. Поздравляю Германа с победой. На самом деле посмотрел этот... Да, подкупил немного. На самом деле посмотрел поединок и вижу у парня реально большое будущее, потому что он думающий спортсмен, он видит удары. Ну, немного заигрался, был во втором или в первом раунде, за это сечку получил. Хотя можно было эти 2 секунды немного подождать и потом дорвать победу. На самом деле, ну, выиграл очень красиво и очень уверенно. Главное, что не ростом. Да, классный бой, ребята. Вот мне этим как раз и нравятся кулачные бои. Здесь скучно не бывает. Конечно, хайлайт-бой был, когда там капа вылетела, кого-то там, не знаю, не зацепило, но было просто круто, зрелищно. Это как раз то, о чем Махача есть. Красавцы, пацаны. Мы с Тёмой сразу сказали, это будет яркий бой. Они только начали заходить. Сразу видно было по лицу, что пацаны заряженные. Очень хороший бой. Видно, что ребята подготовленные именно и духом, и техникой. И такой бой, можно сказать, со смыслом. Именно такой, ну, как бы с правильным смыслом. Да, ну, кому-то не повезло сегодня. Чуть. С победой. От тебе удачи в будущем. За меня, наверное, уже все сказали. Просто хотел сказать, что очень крутой зрелищный бой. И таких боев побольше в нашем проекте. Спасибо, ребята. С победой. Удачи.